Я думаю, что наше общение будет сегодня интересным и таким увлекательным, и в то же самое время я очень надеюсь, что будут классные вопросы, которые помогут наше общение сделать еще более интересным. Чем мы в первую очередь гордимся и в принципе над чем мы работаем? Ну, в первую очередь, это количество клиентов. То есть самое главное для нас, мы всегда говорили, каждый раз, когда мы с вами встречаемся или обсуждаем, это количество клиентов, которые работают вместе с Каспи-банком. У нас нашими услугами за последние 12 месяцев воспользовалось больше, чем 2,2 миллиона клиентов. Если это перевести на интенсивность, то это один клиент каждые 5 секунд. То есть один клиент каждые 5 секунд пользуется услугами Каспи-банка. Это совсем уже усредненный показатель. На самом деле количество клиентов больше, и мы некоторые вещи не считаем, особенно продукты, которые пользуются большой популярностью, там, в частности, это переводы или обменные операции. 70% у нас повторные клиенты. Мы инвестируем очень много в качество обслуживания. Можно получить огромное количество призов, особенно количество призов, оно всегда пропорционально количеству усилий и денег, которые прикладываются для того, чтобы получить эти призы. Вот, для нас самое главное, есть несколько показателей, которые говорят о том, насколько клиенты довольны нашими услугами и что мы повторные клиенты. То есть, грубо говоря, наши клиенты рекомендуют своим друзьям и знакомым воспользоваться нашими услугами. Это супер важный показатель для нас, очень высокий, но самое главное это результат. То есть 40% людей, которые приходят в Каспи-банк, они приходят по рекомендации уже существующих кредитов. Каждый 8-й автомобиль, который продается в Казахстане, продается с помощью кредита Каспи-банка. 800 точек это миллионы, конечно, накладывает на нас огромные требования, чтобы мы постоянно наращивали свою инфраструктуру. Самые известные или делают это больше, чем все мобильные операторы вместе взяты. Я не знаю ни одного примера, когда розничный банк делает больше звонков своим клиентам, чем тот бизнес, или объяснить хотя бы как-то одной простой фразой и понять, почему наши продукты, кредиты быстро и кредиты просто. То есть, следовательно, это кредиты за 15 минут, это кредит за 24 часа, это кредит с 3 документами, это кредит мужского, женского, юбилейного и так далее. То есть у нас только один депозит Каспи-банк. И презентацию о своем счете, дополнительную информацию, задать вопросы, то в принципе можно, если все это вместе скомбинировать, то не обязательно иметь огромное количество продуктов, достаточно иметь хороший продукт, и продукты, там, переводы, обмен операций, это все продукты, которые мы привыкли пользоваться. Но в принципе банк это... Вот, но нас как-то не устраивало постоянно, что у нас есть вот эти два продукта, это очень важно, и мы решили подумать, что нужно всем нашим клиентам. Коммуналку. Или кто не оплачивает счета по электричеству. Ну, в принципе, мы сказали, что, наверное, это есть услуга, которая нужна всем. Эта услуга, она такая востребованная, она существует, большое количество людей ее предоставляет, значит, она довольно, она постоянная, она регулярная, и мы все это делаем. Вот. Мы, следовательно, решили посмотреть, а что происходит с этой услугой сейчас и как она выглядит на сегодняшний день. Вот, сделали несколько таких очень простых упражнений, которые мы можем также вместе с вами, мне будет интересно услышать тоже ваше мнение, или согласие, не согласие по поводу выводов, которые мы сделали. Значит, первый, это как мы платим. Следовательно, мы платим через отделение банка, через платежный терминал, через почту и через интернет-банк. Ну, это 4, скажем так, основные инструменты, которые мы используем при оплате платежей. Значит, после этого мы начали смотреть, а как происходит эта оплата в каждом месте. Если мы говорим про отделение банка, следовательно, в отделение банка нам нужно отделение банка пойти, отделение банка найти, отделение банка постоять в очереди, значит, пообщаться с персоналом и заполнить квитанцию и оплатить. Вот, следовательно, и плюс еще за это мы платим деньги. То есть, следовательно, есть комиссия. Ну, это, как правило, долго. Нужно отпрашиваться с работы, нужно, как правило, идти в перерыв, тем более, если единственный банк в стране, который работает по выходным, не принимает в своих отделениях коммунальные платежи, следовательно, в субботу, воскресенье, тем более, очень сложно оплатить через банк коммуналку. Я уже не говорю про
мобильный. Мобильный, в принципе, совсем уже сложно идти в банк для того, чтобы оплатить мобильный. То есть это долго, неудобно, и есть комиссия. Платежный терминал. Платежный терминал – классная вещь. Это на самом деле сравнительно быстро. Все мы, я надеюсь, платим или пополняем мобильный, или большинство из нас через терминал. Вот, терминал, их очень много. Вот, в Казахстане, скорее всего, 20-25 тысяч, приблизительно, терминал. То есть это большая сеть различных агентов, которые принимают эти платежи. Значит, главное найти терминал, вот, и его пополнить. Следовательно, есть комиссия. Разные комиссии на разные терминалы. Очень редко люди задумываются, сколько они платят комиссии при пополнении. Но приблизительно, в зависимости от терминала, бывают разные цифры, но это где-то в районе от 50 до 100 тенге за каждый платеж. Если вы, средняя статистика говорит о том, что каждый из нас пополняет где-то от 500 до 1000 тенге. Среднее пополнение это около 1500 и 2000. То есть вы, в принципе, и плюс еще пополняем каждую неделю. То есть, грубо говоря, каждый из нас платит на 10-20% больше за свой мобильный. Потому что сумма баланса, которую вы получаете, она меньше на сумму комиссии, которую вы оплачиваете. В результате этого из этих мелочей складывается очень довольно приличная сумма в течение года. И 4 раза в неделю от 200 до 500 тенге вы, в принципе, тратите просто на пополнение терминала. Почта. Кто последний раз платил почту? Кому много здесь присутствующих? Никто не платил. Нет. Это вы платили? Нет, я не платила, я просто знаю. Ходим мы часто на почту, отправляем почту, Да. получаем. И очень много людей стоит в очереди. Но они стоят там, потому что там низкие комиссии. Но удобство. И плюс мы снова платим комиссии. В смысле, это, конечно, хорошо, интересно. Сложно это наше определение самолета Boeing для того, чтобы сделать себе навигацию в интернет-банке и понять, что происходит. Не нужно там перезванивать по любому поводу в колл-центр, не нужно постоянно там иметь и паспорт с собой, и там документацию, и карту с собой иметь там, и так далее. Вот, следовательно, и плюс комиссия. То есть в любом случае, которые стоят в очередях, которые не тратят на то, чтобы найти терминал, пойти в отделение, проситься с работы, будет быстрее, чем любой другой инструмент, который есть на рынке для того, чтобы оплачивать платежи. Второй. Вам не будет. Может, было наше. Какого цвета первая страница должна быть? Сколько элементов на ней должно быть? Это было супер красиво, это было супер сложно. Как всегда, когда большое количество людей начинает заниматься чем-то потрясающим, у всех есть определенное количество идей. В результате мы пришли к тому, что никто не мог спорить, что белее, проще белого ничего нет. Следовательно, у нас основной цвет белый. Все выглядит очень просто, нужно, следовательно, сделать несколько движений, никакой лишней информации. Вот, единственная информация, это, в принципе, что предоставляет это все. Есть одна классная вещь, которую можно посмотреть, это жидкая заливка, когда мы это делаем, но оказалось, это супер полезная вещь, потому что жидкая заливка означает следующее. Наш экран вмещается, потом еще что-то исчезает, потом настраивается, и настраивается под размер экрана. Теперь для чего это нам нужно? Чтобы вы могли очень успешно пользоваться этим на мобильном. То есть если вы откроете наш сайт на мобильном устройстве, он у вас выглядит таким образом. То есть он полностью сокращается до размеров экрана того устройства, которое вы используете. Классно. У нас все очень просто. Следовательно, мы залогинились. Понимаем, что интернет-банк. Мы сделали самую удобную, простую возможность оплаты мобильных. То есть мы знаем, что в целом один раз в неделю в среднем люди пополняют мобильный. Следовательно, почему не сделать супер быстрое пополнение мобильника? Поэтому раз, два, 3, 4, 5, 6. Родственников, близких, в случае, если у них закончились минуты, и вам нужно, чтобы они были с вами на связи. Конечно, здесь есть и другие классные вещи. Например, вы
У меня подгружается сразу Алмата, потому что зарегистрирована Алмата. Следовательно, меня сразу узнают, что у меня место моего проживания Алмата. Вы можете подключить любую другую услугу, вот, которая здесь появилась, видите? Эта единица означает, что я получил квитанцию. То есть, грубо говоря, в тот момент, когда я начинаю получить квитанцию на оплату платежей за свою квартиру, мы автоматически подгружаем или показываем вам эту квитанцию, чтобы вы сразу могли посмотреть ее оплатить. Значит, квитанция у нас выглядит следующим образом. Вы выбираете, например, вам не хватает денег, или вы считаете, что вы не хотели бы эту сумму полностью оплачивать. Вот общая сумма, которую вам нужно оплатить, это 2445 тенге. Вы говорите, ну знаете, сейчас я на работе, я не вижу счетчик, поэтому мне нужно оплатить только часть. Вы убираете, у вас сумма автоматически уменьшается на сумму оплаты всех остальных вещей. Потом вы говорите, что вы знаете, вот я постоянно плачу каждый месяц по 50 тенге. Но я, честно говоря, не знаю, что это за услуга. Но я ее плачу, всю жизнь плачу 50 тенге, но я не знаю. Вот вы ради эксперимента можете убрать, посмотреть, что случится. Вот, и так далее. Вы можете управлять своим счетом, вы можете подключать, вы можете уменьшать, вы можете положить сюда, ну, забить какие-то данные, следовательно, у вас автоматически будет пересчитываться весь ваш счет. И потом после этого вы можете его оплатить. Тоже оплачивает, точно так же оплачивает все счета, вам все счета будут автоматически подгружаться. Вот, следовательно, есть напоминание о том, до какого момента нужно оплатить. И, в принципе, есть ни одного оплаченного счета. Видите, какой дисциплинированный. Но есть последнее пополнение, которое я могу повторить, я могу посмотреть за месяц, я могу посмотреть за полгода. Для того, чтобы сделать любой платеж, самое главное, чтобы это все, ничего лишнего, мы все убрали и, следовательно, сделали проще. И у нас есть еще энное количество идей, которые мы будем реализовать в течение следующих 6 месяцев. Но самое главное, то, что у нас начало подключаться 1000 клиентов каждый день. То есть 1000 клиентов это за вычетом сотрудников. То есть просто за счет неправильно, я его корректирую, 701. Так, снова неправильно. 7, 30, 31. Просто неудобно так стоять за мной. Все. После этого нужно ввести свой день рождения. Ну, день рождения нам нужно для того, чтобы мы поняли, что это на самом деле вы. Как только Артема и начинает исполнять. 200 тенге, подтвердить. Я думаю, нашему терминалу мешает, когда рядом кто-то стоит и его касается. Все-то может купюрами нравится. Артем, ты мне где деньги? А? Я думаю, что есть шанс, да. Вы успешно пополнили Каспий КЗ. Мне наш стеснительный терминал выдал квитанцию. Все, я завершил. Я пополнил 200 тенге. Вот, следовательно, я постоянно сниму на телефон, понятно. Спасибо большое. Каспий КЗ 200 тенге. Происходит сразу пополнение моего счета. Я беру, следовательно, делаю то же самое упражнение. Могу оплатить кого-то из вас. Хотите попробовать? Давайте. Надо будет где-то бумажкой написать. Или давайте вы говорите. Давайте я вас оплачу. Конечно? Пожалуйста. Давайте. 8200. У вас телефон же с собой? Да. Точно? А то как мы убедимся? 12, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, телетур. Я предлагаю, вы просто нам прокричите, когда вы получите эти 200 тенге. Но мы думаем о том, как мы можем улучшить
Работа мобильных операторов, да. Пока мы заняты нашими терминалами и другими вещами. Вот, следовательно, мы сделали еще одну классную вещь, мы подключили касса 24, это 2000 терминалов по всей стране. Абсолютно бесплатно. Следовательно, счет Kaspi.kz может пополняться через кассу 24. Наши клиенты не платят комиссии. Все комиссии за наших клиентов оплачивает банк. Ну, нужно иметь карточку. Для этого надо прийти просто в наше отделение и оформить. Нет пополнения. Начиная от пополнения до оплаты, никаких комиссий, никаких платежей. Нет обслуживания карт. Если карта используется только для Kaspi.kz, обслуживание карты для наших клиентов. Следовательно, буквально несколько дней назад произошло это потрясающее. Кстати, у нас вот наша проектная... Мы решили сэкономить время для наших клиентов и сделали супер удобные платежи на Kaspi.kz. Давайте посмотрим. Все предельно просто. Вводим номер мобильного телефона, регистрируемся, платим. Kaspi.kz работает быстро, просто и совершенно бесплатно. Есть. Платеж прошел. Ну как, 1 минута на платеже Kaspi.kz или жизнь в очередях? Зачем другой банк, когда есть Kaspi? Спасибо. Конечно, удобно платить. Вот, соответственно, но сама кредитная карта, она живет сама со своими тарифами, со своими процентными ставками, со своими услугами, со своими уведомлениями, там, рассылками и так далее. Соответственно, что касается кредитной карты, мы с нее просто оплачиваем, точно так же, как если бы вы там, не знаю, снимали деньги со счета Kaspi.kz, если вы просто пополните. Вот так. Прийти в наше отделение, получить карточку для того, чтобы вы могли потом зарегистрироваться в нашем отделении и использовать ее для пополнения оплаты. Кто является вашим клиентом, но не обязательно. Тот, кто является нашим клиентом, постоянно расширяет функционал. На самом деле, пока это, когда мы сделали, мы начинаем всегда с чего-то конкретного. Это коммунальность. То есть это все, что касается квартиры, газ, электричество, я зашел в интернет, например, когда я делаю транзакцию, мне надо позвонить в колл-центр. Ну зачем тогда интернет, если я должен звонить в колл-центр? Или, допустим, при каждом случае мне нужно перебивать номер карточки. Ну зачем мне нужно перебивать постоянно номер карточки? Зачем мне нужно перейти эту карточку, искать постоянно там какие-то номера, смотреть идентификационные свои там коды и так далее. Ну, это иллюзия с точки зрения безопасности, которая... Вот, следовательно, если у нас будет сложность, связанная с тем, что нам не будет хватать там терминалов или количество точек, которые будут, мы просто будем ну, нет никакой конкуренции. Когда там несколько сотен наших традиций будущего банка. Мы не просто банк, мы команда людей, которая постоянно ищет возможность создать классные продукты для наших клиентов и сделать это лучше, чем наши конкуренты. Проще, быстрее и выгоднее. Наш новый офис – это символ инновационности, свободы общения и постоянного стремления совершенствоваться и развиваться, чтобы быть лучшими. Как правило, офисы олицетворяют административные барьеры и разницы в должностях. У большинства компаний, особенно у банков, офисы – это большое количество коридоров, кабинетов, руководителей отдельных вводов. И даже в некоторых компаниях у руководителей есть отдельные лифты. Мы не похожи ни на один банк. Мы компания и команда без границ. В нашем офисе есть несколько уникальных и классных вещей, которые подчеркивают наше стремление к свободному общению. Во-первых, у нас много открытого рабочего пространства. Это даст нам возможность свободно общаться друг с другом. Вместо стен у нас прозрачные стекла. Это еще больше подчеркивает, что мы компания без границ, которая делает постоянно огромное количество изменений. Во-вторых, у нас много переговорных комнат. Переговорные комнаты нам нужны, чтобы встречаться, координировать наши действия, принимать решения. И это особенно важно, когда мы делаем такое огромное количество проектов. На каждом этаже есть одна большая переговорная комната, в которой 15 человек может провести суперинтересный мозговой штурм. И для того, чтобы эти встречи сделать еще более интересными, вызывающими, продуктивными, мы оборудовали каждую из этих переговорных комнат современными, удобными интерактивными досками. В-третьих, на каждом этаже мы сделали несколько зон неформального общения. Ну и самое главное, это Kaspi Cafe. Kaspi Cafe – это место, где вы
вы можете встретиться со своим коллегой, обсудить текущие вопросы, принять решение. И все это сделать, ну, и за чашкой кофе. А кофе в нашем офисе будет бесплатно. В-четвертых, на каждом этаже мы сделали 4 телефонные будки. Мы их назвали Каспиалон, и они специально сделаны для Каспи-банка. Каспиалон даст нам возможность обсудить личные вопросы удобно и конфиденциально. И это особенно важно в условиях открытого рабочего пространства. И в-пятых, на каждом этаже у нас есть Каспи-стена, где можно делать любую надпись и рисунок. Каждый из нас решает, что ему хочется изобразить. Например, можно поздравить коллегу с днем рождения, можно сделать внутреннее объявление, можно сделать надпись с высказыванием известных людей, можно отобразить любой всплеск креатива и идей. В нашем банке работает такое количество неординарных и талантливых сотрудников, что я уверен, Каспи-стена скоро станет произведением искусства. И для того, чтобы показать нам, что можно сделать с Каспи-стеной, мы пригласили известных художников, которые первыми сделают на Каспи-стене свои рисунки. Работа над нашим новым схематикой дизайна планировали. В этом нормативу помогала ведущая английская архитектурная компания, один из лидеров по производству мебели в Европе и крупнейшей в Казахстане строительной компании. Это был безумно интересный процесс. Мы каждый день встречались и обсуждали различные детали, как сделать наш опыт самым лучшим. Главным принципом новосоздания максимально открытого пространства, где тысячи наших сотрудников смогли свободно работать и общаться. Когда мы увидели здание в первый раз, это был правильный офис с коридорами и кабинетами. И нам сложно было представить, как в такие короткие сроки мы сможем все здесь переделать. Но мы знаем, чего хотим. И в итоге сделали самый классный офис. Это было особенно. Вы хотите, чтобы я... Вам же не обязательно, что это вставлять? Начинаем. Начинаем? Так, я неправильно набрался. Да. Своих возможностей. Мир встает на голову перед теми немногими, которые совершают невозможное. 25-30 человек переговоров комната. Так что это ваших коллег будет еще шестой пятый. Время обеда все ушли. Так что у нас приблизительно... Это наша Каспи-стена. Выглядит это таким образом. Вы будете там переговорную комнату большую, в ней какой-то глобальный сюжет. И потом после этого этот сюжет разрисован уже на стенах. То есть здесь основная идея, что нужно постоянно самому развиваться. И вот мы все видим. Надо пройти какой-то путь. Ну, все делают свою интерпретацию, а потом мы уже обсудим, насколько активная доска, которую я вам показал на 7-м этаже. То есть вот наш... У нас такая переговорная на каждом этаже. Переговорная? Ребят, слайд переверните, пожалуйста. Да я тоже смотрю, надо слайд не так, давай другой.
Да, вот. То есть, короче, мы, если что, меняем просто стратегию. Стратегию и этим И там типа ускоряем, если не хватает, то ускоряем. Или увеличение эффективности. Да. Ну, то есть, грубо говоря, там не умещаемся. То есть нам не хватило людей. Да. Каждый день. Запустить услугу оплаты платежей для наших клиентов. И основная идея была, чтобы мы сэкономили время и деньги. Поэтому решили сделать, во-первых, самую простую, самую удобную и совершенно бесплатную услугу. То есть кто заплатит за эту комиссию, это уже не проблема клиента? Наши клиенты имеют возможность абсолютно бесплатно, без всяких комиссий, оплатить свои регулярные платежи. В частности, там, пополнить мобильные, оплатить платежи коммунальные там, за газ, за электричество. И наши клиенты ничего не платят. Следовательно, полностью все расходы на себя берет банк и строит эту систему для того, чтобы было супер удобно для наших клиентов. Давайте еще немножко напомним, что нужно для этого обычному вот, алматинцу, казахстанцу, что нужно? Ну, для того, чтобы нужно прийти в отделение Каспий Банк, оформить с нами договор для того, чтобы вы смогли получить номер и зарегистрироваться в Каспий КЗ. После того, как вы регистрируетесь, вы потом можете уже совершенно безболезненно пополнять через наши терминалы или через другие терминалы, которые мы понемногу начинаем подключать, их больше, чем 2300 по всей стране. И потом после этого пополнять, платить, и абсолютно никаких комиссий. Делать это можно еще раз с помощью терминала, с платежными карточками. Да, наши клиенты уже сегодня имеют возможность, то есть все клиенты, у кого есть платежная карта, у кого оформлен депозит, имеют возможность зарегистрироваться в Каспий КЗ. Те, у кого нету ни депозита, ни платежной карты или кредитной карты, то в этом случае надо прийти в наше отделение, оформить платежную карту и после этого